Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на 3 ближайших месяца. И отчет ведется с сегодняшнего дня, с того момента, как вы открыли это видео. Это у нас месяц июль, и мы добавим с вами август и сентябрь. Давайте узнаем, что нам обещают карты. Рассмотрим как один из тысячи альтернативных вариантов и останемся реалистами. От себя же хочу добавить, что для вас, мои дорогие весы, наступает удивительное время. И будет важно не оставить что-то на потом до конца 2025 года. Это я не про карты, это я уже говорю астрологически. Вы можете зайти на мой сайт и прочитать статью «Астропрогноз до конца 2025 года», узнать, какие энергии будут для вас в приоритете, что вам будет помогать, и одновременно узнать и на июль тоже. Но мы с вами продолжим. Итак, июль, август, сентябрь. Каковы события ближайшего будущего? Давайте узнаем. Оставайтесь со мной. И мы продолжаем наш прогноз. И у нас, соответственно, 3 колоды. Июль, август и сентябрь. Давайте узнаем, что ж там на июль до конца месяца. Какие энергии, мои дорогие весы, будут сопутствовать удаче. Вот прямо так хочется сказать. Итак, как изменится, может быть, ваша жизнь? Или по сфере достижений, может быть, нам что-то подскажут карты. Сейчас мы с вами узнаем, какие возможности придут на ваш порог, что случится или произойдет в ближайшие события. Праздник будет, мои дорогие, но есть повод для радости, это точно. По этой карте раздели праздник с друзьями. Может быть, вы будете определяться с партнерами. Возможно, это и вопросы личной жизни, как встреча с родственниками, с друзьями, есть повод какой-то, или нет повода, просто какие-то приятные встречи, посиделки. Почему нет? Но все же по этой карте проходит как и сама коммуникативность, то есть диалоговая форма, но тут нам даже трое, то есть люди будут разные, и нам представлены трое, совершенно разные девочки прорисованы. И сама по себе дружба тоже – разный круг общения. Есть и более близкое наше окружение, и есть и то, которое подальше. Правильные контакты выстраивать, правильные диалоги. Но это вам все помогает. Может быть, буквально приносит праздник. Или, находясь в каком-то коллективе, как на празднике, может быть, встреча, и новые люди войдут в вашу жизнь. Но все неоднозначно, двойка земли или двойка пентаклей. Баланс, мои дорогие, это по вашей части. Вы балансировать умеете лучше всех. И вы можете оказаться в такой ситуации, вот как эта девочка. Ей во что бы то ни стало нужно пройти к этой бабочке, которая вот так ненадолго присела на эту жердочку. Но жердочка тоненькая, нельзя ни вправо, ни влево. Вот что-то подобное. Я только об этом говорила. Может быть, и есть какая-то история, когда это вы определяетесь. Определяетесь в плане партнерства. Могу ли я доверять конкретному человеку? Что мне ожидать? Допустим, ожидать от конкретного персонажа. Могу ли я ему вообще довериться, если это, к примеру, вопросы бизнеса или каких-то, ну, более меркантильных соображений. Может быть, и по части личной жизни мы определяем тоже, насколько человек готов, в принципе, углубиться в отношения. Ведь говорить можно тут все, что угодно. Но есть какая-то задача, и именно ваши какие-то приоритеты. Девочка идет не просто так. Она к бабочке, мы сказали, идет. Это как ваша мечта, мои дорогие. Вот тут как миссия какая-то. Что-то вы должны такое осуществить. И где-то карта дает подсказку, потому что тут буквально и радость прописана, но и еще и игра. Вот как в детстве мы играем. Если мы в детстве играли, нам казалось море по колено. Или нам казалось, что у нас получится что-то осуществить. Пусть мы чему-то учились даже, да, через игру, но мы были уверены где-то в успехе. Вся наша жизнь – игра, как сказал классик. Вот если мы воспринимаем более легче, легкие сами на подъем, не ставим перед собой какие-то рамки, ограничения, не обозначаем заведомо какую-то свою траекторию, а допускаем альтернативные варианты развития событий и думаем, эх, была не была, надоел застой, я выхожу из какого-то, ну, может быть, объективно
собственного замешательства, или я выхожу из периода ограничений, которые сам себе или сама себе установила. Я просто пробую, и я иду вперед, но при этом держу баланс. Вот что-то подобное. Такие энергии вас призывают до конца июля. И при этом будьте готовы, что, ну, видимо, пройдя по этой тоненькой жердочке, дальше вы либо перед вами открываются новые возможности, либо вы можете что-то передумать. По рыцарю воздуха это мы меняем направление. Мы уже замотивированы то, что мы хотим осуществить. Или мы в чем-то замотивированы, опять же, как определенным направлением. И значит, какая-то сфера вашей жизни будет прояснена с точкой. Наверняка вы себе ответите на какие-то очень важные вопросы. Что я хочу продолжать, а что ни в коей мере продолжать я не буду. Это может быть направление, буквально, когда вы какой-то период жизни, может быть, и бездействовали, или, как была пауза, вы надеялись на человека или на какие-то отклики, пусть это касалось даже работы. Здесь вы понимаете, что время-то идет, а тут сколько ни надейся, я только теряю это самое время. И это карта интеллектуала, поэтому это карта и интеллекта тоже. Вы тут многое можете что переосмыслить и, видимо, окончательно определиться с чем-то. Тут именно мы правильно определяемся и несколько, словно меняем походку, двигались в одном направлении и, к примеру, методы использовали, какие-то определенные, а теперь и методы ваши меняются, и окружение меняется, да и цели, и задачи-то где-то тоже. Вот такие метаморфозы могут быть, даже внутренние. Выйти вот из этого визуального забора, да, но на самом деле его нет. Это карта искаженного восприятия, всегда восьмерка мечей. Это нам кажется, что мы словно находимся в каком-то холоде, среди какой-то заснеженной пустыни. Нас никто не понимает, а на самом деле это сами мы себя ограничивали. Нам не стоит задерживаться, не стоит задерживаться в какой-то паузе или думать, какие-то ваши прежние предубеждения, может быть, вы были в них уверены, здесь это тоже какой-то шаблон ломается. И в отношении вас, я должна сказать, астрологически даже, мои дорогие весы, вторая половина 2025 года, причем с хорошей большой дистанцией. Вот на все время пребывания Урана в Близнецах. Это время начать с правильной ноги свою жизнь. А начало где-то июль. Именно с 7 числа входит планета Уран в Близнецы. Да, еще в ноябре месяце будет такой реверанс назад к Тельцу, потому что должен Уран завершить все то, что он там сотворил, наваял, будем говорить, за предыдущие 7 лет. Но уже в апреле следующего года, 26-го, на 7 лет поселяется в знаке Близнецы Уран. И для вас это длительная дистанция вашего успеха. Но все зависит от ваших принятых решений и вот выбора вот этого направления. Но какое-то ожидание, оно точно должно закончиться. И нам говорят, если здесь мы чувствовали свою какую-то небезопасность или мы боялись сделать первый шаг, вот по этой карте боязнь первого шага и проходит. Почему? А потому что мы себе там что-то надумали. А карта призывает нас быть таким свободным арбитром. Вот конкретно так и прописано. И вот путаница в жизни должна закончиться. Иными словами, тут и так и прописали конфузионы. Путаница, ерунда какая-то. Абракадабра, мои дорогие, наводите порядок в своей жизни. Вот такие энергии. И выбор ведь только от вас зависит. И вот вам, пожалуйста, сразу праздник. И не просто праздник, как тройка кубков. Это эмоции, радость, что-то приятное, хорошее настроение. Нет, это карта конкретная. 4 жезла, как 4 столпа. Это карта уверенности, удачи, праздник после победы. Есть какая-то победа и есть праздник. Может быть, эта победа начинается с самого себя, когда мы решаем вести, например, здоровый образ жизни или каждый день какие-то прогулки осуществлять. Если, к примеру, вы и не работаете, я знаю, меня разный возраст смотрит, но вы понимаете, да вот я что-то подзастряла какое-то время, надо мне тут активнее быть, потому что, ну, как-то замшелая моя жизнь стала, дай-ка я тут
расширю круг общения, дай-ка я начну ходить на концерты, на выставки, по музеям, более активничать как-то, нежели, к примеру, сидеть и смотреть телевизор. И жизнь начнет меняться, поверьте. Новые люди, позвольте людям новым войти в вашу жизнь. Пусть ваша жизнь действительно начнется с правильной ноги. Все энергии нам об этом. Как изменится жизнь. Да вот победа и праздник после победы, мои дорогие весы. Тут какие-то достижения. Стоит, вот, наверное, искусство первого шага. А вы люди, которые многие занимаются своим творчеством. Вам очень присуще вдохновение. Впустите эти энергии вдохновения в свою жизнь. Пусть что-то расцветет в вашей жизни и благоухает, вот знаете, пышным цветом, чтобы вы сами расцвели, чтобы вы не ставили перед собой каких-то догм или каких-то шаблонов. Позвольте себе альтернативное, невозможное, сумасшедшее. И пусть даже эти первые шаги, они поначалу как-то криво, непонятно, и кажется, и напоминают, что что-то не то. Да и ладно, это лучше, чем застой. Вот ваша задача в июле – не допустить какой-то паузы или вот этого самого застоя. Победа и праздник после победы. Здорово. А для тех, кто уже прикладывал усилия, мои дорогие, ну тут заслуженная победа будет или признание ваших заслуг, может быть и по части работы, все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и финансы. Откуда к нам приходят деньги, да? Где-то мы их зарабатываем. Вот здесь можно и построить карьеру, тут добиться высот и стать популярным. Да для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. Не останавливаюсь подробно. Мы достанем сейчас карту «Любовь и личная жизнь» для вас в июле. А тут тоже какие-то перемены, ведь это карта трансформации, кстати, 8 жезлов. И это карта скорости, стремительности. Тут какие-то могут быть стремительные новости. Ну, наверное, точно первый шаг, если сделали сами навстречу или себя готовы менять. Пространство, знаете, так по-доброму откликается, словно аплодирует, стоит и говорит, ну, хорошо, что ты на это решился или решилась. И мы готовы пройти вот той палитрой событий или теми новостями, которые нам предлагает жизнь. Да, это карта скорости, вашей активности и многозадачности. Не без этого, но так определенно жить интересней. Но придется, может быть, с одной стороны, знаете, как переключиться на что-то другое. Или в течение июля переключаться быстро между какими-то делами, задачами. Или то, что вы себе как проекты какие-то поставите, может быть и по части работы. Переигрывать что-то, переделывать. Может быть по части вашего творчества. У кого личное дело, может личный блог. Или вы пишете, занимаетесь творчеством, пишете картины, пишете книги, музыку. Здесь, значит, вы что-то можете доделывать, дорабатывать. Несколько так вот видоизменять. Потому что вы можете услышать какую-то новость, например. Я имею в виду новость или прочитать, ну, как подсказка какая-то к вам может приходить, и вы видите, да, что мне тут нужно несколько подкорректировать, и это будет в плюс. Это все в вашу победу, это в копилку вашего успеха, мои дорогие. Но есть и такой момент, то есть мы не должны терять время даром, вот конкретно. И это касается личной жизни. Может быть, и по личной жизни, куда-то отправляясь, для тех, кто один или одна, вы с кем-то познакомитесь, и нам ведь карта не будет говорить, насколько длительно будет общение, а вообще вот впустить больше знакомств, да, или больше людей. Мы разберемся потом, кто чего стоит. Но при этом, при всем быть еще и осмотрительным, все-таки эта карта советует. Но поначалу не упустить. Не упустить вот само по себе вдохновение или какую-то возможность. Ваш совет самому себе, как бы вы себе дали совет из будущего. Давайте узнаем. Какой вы себе совет дадите? Закрывай в прошлое дверь, там нет для тебя ничего интересного. Но я понимаю, что есть моменты из нашего прошлого, то, что нам дорого, или то, что любимо, может быть, но то, что это больше в реальной жизни. А то, что мы как проект, или отношения, или какие-то наши были прежде попытки, но мы не добились в чем-то результата, то вот здесь идет перезагрузка. Первая карта, мы говорили, трансформация, а по десятке мечей мы закрываем в прошлое дверь. Обратите внимание, это колода ангелов-хранителей. И отнюдь не в каждой карте изображение ангела, но именно в десятке мечей. Ангел сам держит песочные часы и говорит: твое время пошло. Вот так, мои дорогие.
Давайте узнаем август. Что для вас весы на август? Какие энергии будут преобладать? События, какие ожидают вас в августе, в ближайшем будущем? С чем это связано? Что для весов на август? Пятерка чаш. В этой колоде вытоптанный сад. Девушка расстроилась, потому что кто-то с сапогом прошелся. И пятерка чаш – это сожаление наше, это разочарование. Ну, наверное, не без этого. Куда же ты денешься? Может быть, и есть разочарование по части некоторых людей. Но, наверное, мы не избавимся от этих разочарований, пока мы не станем более открыты миру, пока мы не впустим других людей, опять же, да, отпускай. Или, ну, где-то забывай то, что тебя расстроило. Ведь все можно исправить, самое главное, вашу жизнь. И даже если прежде нам показан этот вытоптанный сад, ну и что, все цветы живы. И мы можем навести порядок, да, эти чаши, которые перевернуты, может быть, это как вазоны какие-то, мы можем поставить уже в нормальном, вертикальном положении и посадить что-то новое. И порядок-то навести в собственном саду. Нам все-таки приходится все то, что было там когда-то, это уже не имеет значения. И вот посмотрите, как будто птицы улетают. Что-то из прошлого не имеет значения. Отпускайте. По пятерке чаш это наше разочарование или когда мы от какого-то человека конкретного ждали, что он проявится, ну, как-то, может быть, с благородной стороны. Или откликнется в ответ на наши просьбы. Или поддержит где-то нас. Мы потому что действовали именно открыто, искренне в отношении конкретной персоны. Но в ответ мы не получили такого же отклика. И это, наверное, как Хирон в Овне, символ израненного целителя. Какая-то священная рана. И даже если есть священная рана, ангел держит песочные часы и говорит: твое время пошло, уже нечего вспоминать. Прими как реальность, как свершившийся факт. Теперь этот сад нужно просто привести в порядок. А эти птицы уже улетели, поэтому как жизнь может быть с чистого листа. Напишите новую главу своей жизненной пьесы. События. Король Пентаклей. Какой-то конкретный персонаж. Король Пентаклей – это люди, ну, надежные. По этой карте люди статусные. Кстати, это могут быть наши близкие. К примеру, супруг. Ну, может быть, и супруга где-то вот в таких энергиях. Все же мы по полу на карту не ориентируемся. Это банки могут быть, и какие-то с банками, может быть, ну, дела, договоры, может быть, и кредиты, или какие-то важные документы, которые вы подписываете, может быть, и по части личной жизни, с родственниками, купля-продажа имущества. Вот это все часто проходит. Но все те материальные вопросы, которые мы еще одновременно можем решать и документально тоже. Стабилизировать, иными словами, какие-то обстоятельства, то, что прописано на бумаге, но имеет юридическую, понятную силу, значит, для нас тоже приносит большую стабильность. Но вот, может быть, решиться, во что мы там включились и что мы там подписали, может быть, это было в прошлом, у кого-то могут быть сожаления, что вы на что-то согласились, а здесь захочется пересмотреть. Может быть, вы взяли за кого-то поручительство, мои дорогие весы, и вот теперь вы подумайте, а зачем я это сделал? Но это для кого-то, да? Для других это будет означать вашу жизнь. Или в вашей жизни, может быть, уже есть такой человек или приходит. По королю Пентаклей, опять же, какой-то оплот, какая-то стабильность, надежность, да. Вот олицетворяет этот человек. Но великий консерватор. Вот тут сложновато, мои дорогие. Вдохновение – это не про короля Пентаклей. Это про вас вдохновение. А вот про деньги – это вот король Пентаклей, понимаете? Ну, может быть, вам нужно соединить ваши планы или где-то оценить, во что может вылиться ваше творчество или ваша работа, ваша сфера занятости, какой в конечном итоге эквивалент вы получаете. Ведь давайте прямо скажем, деньги – это не сами по себе бумаги, или пусть это не бумаги, пусть это в других вариантах. Имеется в виду, это способ взаимодействия с миром, один из способов взаимодействия с миром. И это возможность и путешествовать, это возможность осуществлять свои мечты, это где-то
и возможность быть независимым человеком. Есть все-таки для вас какая-то денежная тема, которая, она как в центре вашего внимания в августе должна быть. Может быть, она и связана с конкретным персонажем, но, может быть, это вам самим нужно стать вот этим королем пентаклей. Отчасти прижимистому, а большим реалистом. Вот это, наверное, основное. И я такое могу предположить, потому что рядом шестерка чаш. И в этой колоде, хоть часто это карта эмпатии, дружбы какой-то, но в этой колоде это карта ностальгия. Девушка смотрит в воду и вспоминает, как вот именно в воду, как ей было хорошо когда-то. Нам карта не говорит, что вот это хорошо, но не повторится. Но, может быть, с другим человеком это будет хорошо. Насколько вы, ну, может быть, подзастряли в каких-то своих разочарованиях, мои дорогие. Такое может быть. В воспоминаниях, когда тоже дорого любимо, какая-то связь, какие-то контакты. Не хочется верить, что это вот как вытоптанный сад, а вот мои воспоминания – это лишь ностальгия. Хочется перенести в реальность. Но насколько это перенести в реальность, достаточно сложно сказать. Наверное, если суждено, то ваши люди вас догонят. Поэтому центральная карта – король пентаклей. Мои дорогие, даже девочки, мои дорогие весы, мужчинам будет проще. Примерьте на себя энергии вот такого короля пентаклей. По крайней мере, я так вижу, на август для вас совершенно необходимо. У вас будет тогда больше возможностей, потому что мы можем сидеть, горевать, кто там прошелся сапогом по нашей жизни. Или это со знаком минус, или наоборот, со знаком плюс. Какие-то несостоявшиеся мечты, воспоминания, какие-то, ну, может быть, отчасти и ностальгия. А что толку? А кому от этого легче? Нет. Вот мы сами строим свое счастье, как король пентаклей. Ну да, консерватор, но, может быть, какая-то доля консерватизма вам помогает. События ближайшего будущего на август, мои дорогие весы. Ну, вот я же сказала, с чистого листа нулевой аркан. Наверное, вернуться иногда приходится некоторым к нулю и начать все заново. И мы живем с вами в эпоху перемен. И пусть даже прежде вы достигли в каком-то деле высот, весьма ощутимых, но сейчас, видимо, обстоятельства, время словно преломляется, реальность сама по себе, и примерить на себя новая энергия. Может быть, это у кого-то будет карта обозначать личную жизнь, и не жди того, кто не придет, или кто там тебе вытоптал буквально всю душу. Неважно это уже. Подводи итоги, иди вперед. Время подведения итогов – это уже июль. Может быть, отчасти начало августа. Но вот это уже нулевой аркан. Это хаос перед началом творения. Но это новые энергии, новые возможности. Желание путешествовать, мои дорогие, видеть мир, общаться с большим количеством людей. Причем, может быть, в разном менталитете. По нулевому аркану путешествия идут, перемещения. И когда мы открыты этому общению, кто-то может изучать языки. Но вот надоело вот просто, наверное, смотреть на этот вытоптанный сад, и вы на что-то решитесь, мои дорогие весы. Самим себе скажете, а ну его, надоело это все. И надоело вот это, и ностальгия надоела. Ну да, были эти минусы, а что толку? Нет, я иду вперед. И у вас, может быть, для этого и нужны вот эти энергии короля пентаклей. Должны быть ресурсы вам. Вот именно о своих ресурсах надо подумать. И ресурсы – это не только ведь финансы. Это уже как конечный продукт. Это ваше время, это ваши таланты, это ваша энергия. Задайте себе вопрос, куда я это вкладываю? Какой эквивалент я получаю? И тогда многие вещи встанут на свои места сами. И вот эти энергии, жажда жизни, энергия вообще, как, знаете, идти вперед и изучать или видеть мир по-другому. Как будто пусть какие-то очки, пусть и розовые спали, или наоборот, мрачные какие-то очки, которые для вас словно замыливали глаз, и вы не видели какую-то реальность. А теперь больше сил, больше энергии, более такая, знаете, энергия жажды жизни, перемен. Вы ее чувствуете, и вам это подыгрывает, чтобы идти навстречу своей мечте, своим желаниям. Какие-то, как с нуля, могут начаться и
отношения. А может быть, у кого-то за то время, кстати, могут быть такие метаморфозы. Вы, мои дорогие весы, от кого-то уже отказались или кому-то сказали «прощай». И именно с того момента, как вы с кем-то простились, или, может быть, вы даже не говорили «прощай», а поставили в чем-то точку. Но и вам может казаться, что да я вообще ничего не делала или ничего не делал. А на самом деле какая-то персона очень правильно оценила вашу эту самую точку, что вам просто перестало что-то быть интересно. И я допускаю, что какой-то человек может попытаться взять реванш или материализоваться в вашей жизни и сказать «Здравствуй, как ни в чем не бывало». И я не могу, конечно, выносить вердикты. И допускаю, поскольку нулевой аркан, а дальше десятка пентаклей. Да, и для кого-то это может означать как отношения даже с той персоной, которую вы знали или которую вы знали, могут начаться как с чистого листа. Но для этого оба должны быть готовы не вспоминать былое. А для кого-то из вас эта карта будет означать о том, что вот как раз про вдохновение, да, какая-то конкретика она должна быть, иначе мы свои силы потратим не в том направлении. Мы сами себя пустим в тираж, и не останется и ни сил, ни энергии, ни творчества, ни вдохновения, ничего. Вот этот хаос должен быть упорядочен. Но для вас эти новые энергии дают возможность из вашего какого-то нового проекта, начатого с нуля, буквально очень быстро получить деньги конкретно. Хотя у кого-то десятка пентаклей очень многогранная карта. Конкретно десятка пентаклей – это по максимуму. Да, это решение финансовых вопросов, но это еще и некоторое сообщество надежное. Вот вы такое тоже можете выстраивать и как свой круг, может быть, узкий круг людей. И сплачивать этих людей будете вы именно, мои дорогие весы. Что еще события ближайшего будущего? Четверка жезлов, праздник после победы. Это то же самое, мои дорогие, как вот на июль, правда? Продолжайте. Я вижу, что тут что-то нужно продолжать. И, может быть, это у кого-то была генеральная репетиция, или вы в июле как пробу пера осуществили, а уже в августе вы понимаете, нет, то, что я попробовала или попробовала спонтанно, именно это и откликается в моей душе. Именно это для меня и есть какой-то прогресс. Интересно. Давайте на личную жизнь и любовь. Мир. Да вы за 1 август какой-то квантовый скачок делаете. От нулевого аркана до 21-го старшего. У вас тут какое-то волшебное время. И причем вам пространство, ну, словно ангел навстречу. Или словно пространство, ну, как обозначает какой-то путь. Или ангелы сопровождают вас на каком-то пути. Почему так говорю? Потому что между нулевым и 21-м арканом за 1 месяц, мои дорогие весы, еще посмотрите, какие 2 волшебно добрые карты. И ведь четверка жезлов – это стабильность. А по аркану мир. Мир, покой, гармония в вашем душе. Это все нужно сохранять. И какая-то перезагрузка, нет ничего невозможного, нам говорит карта. И правда, кто-то может примириться. Я этого не исключаю. Может быть, вы найдете взаимопонимание. Может быть, вы готовы простить какого-то человека. Но не замечтайте все-таки, мои дорогие весы. И будет очень важно не те, которые откликаются на какой-то период времени, потому что там проанализировали что-то и пришли к выводу, эх, елки-палки, что-то я тут упустил или упустила, дай-ка я вернусь. Нет, тут нужно понимать, чтобы этот человек, если вы его впускаете или даете ему возможность вернуться в вашу жизнь, чтобы он был своеобразным рыцарем вашей жизни. Неважно, кто меня смотрит, мужчина или девочки. Имеется в виду, рыцарь – это благородство и сопровождение, чтобы этот человек сопровождал вас в тех ситуациях, когда вы ищете себя. Потому что для вас еще какой-то путь в поиске себя и в реализации в дальнейшем, как ваша миссия. Нам все карты об этом говорят. Он будет продолжен. Вот насколько человек готов откликнуться на короткий период времени или на долгую дистанцию. Вот это задайте себе тоже вопрос. Совет вас самих себе из будущего. Решайся.
Нечего сказать. Туз жезлов– это наша решимость. Раз. Какое-то решение и первые действия. Туз делит жизнь на период до и после. И нулевой аркан, и 21-й. Это все то, что я уже сказала. Вот такой у вас волшебный расклад. Нечего добавить. Ладно. Тут может быть и новость, кстати, на которую следует откликнуться. Не отложить ее на потом. Новость, информация, предложение какое-то, от которого ну никак нельзя отказаться. Вы можете эмоционально подзастрять или себе сказать, кто-то может: ой, а вот у меня там было, а вот вытоптанный сад, да, кто-то там, или я пробовала, кому-то доверилась, например, или я пробовал такой проект, а он не пошел. Ну пробовал, так это в прошлом, попробуй еще раз. Не говори нет, пробуй, пока не получится или не надоест. Вот так. А дальше вы решите, нужно вам это или нет. Но я вижу так. Вот я искренне восхищена, у вас такие карты. Причем, знаете, часто бывают расклады какие-то сложные, путанные. Соединить одно, второе, третье значение, ну, так иной раз просто читаю карту, а представить, что же это такое, я даже не могу. А вот этот расклад у вас совсем другой. Итак, сентябрь, мои дорогие, что спешит в вашу жизнь? Люблю эту карту. Смотрите, королева жезлов, карта сильного человека. Это тот человек, который благодаря своему опыту и многократному нахождению каких-то старых грабель среди ровной поверхности или ровного поля, тем не менее вывел новую концепцию жизни, и он теперь себя научился беречь. Королева жезлов удачлива в работе с информацией раз и правильно распоряжается деньгами два. Молчание ей помогает, ее жизнь научила молчать, и она хорошо усвоила. Счастье и удача любят тишину. Черный кот, который расположен рядом с коленями возле королевы, и он говорит о том, что она умеет хранить тайны свои и чужие. Вот чужие тайны храните, вам больше доверяют. Раз больше доверяют, больше информации владеете вы. И это для вас тоже в этом какой-то приоритет, преимущество. Храните себя. Вы должны быть у себя на первом месте. И здесь мы великие дипломаты. Мы со всеми общаемся. Но никто никогда не узнает, что задумала королева жезлов. И не важно, что меня смотрят мужчины. Вот вам в этих же энергиях. А мои, дорогие девочки, это для вас. Такие энергии совершенно необходимы. Причем вы, мои дорогие девочки, будете привлекать к себе взгляды противоположного пола. Тут вам могут и комплименты какие-то дарить, могут и знаки внимания, подарки. Кто-то может вас так, ну, опутывать пеленой какого-то своего внимания или какой-то чрезмерной даже активности. Не замечтайтесь, будьте более чем холодны и рассудительны. Первый вопрос, который себе нужно задать: зачем человеку это нужно? И даже если он говорит комплименты или как-то, ну, ничего не предвещает, все равно задайте себе этот вопрос. Здесь никак нельзя повторить какой-то прежний опыт, какое-то прежнее дежавю. А для вас, мои дорогие мужчины, это может быть еще и женщина, которая очень интересна и притягательна. Тогда примите во внимание, она будет всегда сама по себе. А дальше уже будет видно, как у вас что получится. Итак, сентябрь, что спешит в вашу жизнь. Вот два разных человека, да, могут быть. Какая-то история личной жизни может быть продолжена. Но вы, мои дорогие девочки, для вас, наверное, более сильные такие энергии на сентябрь, потому что это ваш будет более ощутим магнетизм. А для вас, мои дорогие мужчины, да, правда, это, может быть, и вам придется какую-то ответственность за кого-либо брать, готовы вы или нет. Но и одновременно король чаш. О чем нам говорит эта карта? Единственная персональная карта в колоде Таро, как в человека. И энергии, похожие отчасти на энергии мага, только у маг у нас владеет 4 энергиями. А здесь 2 энергии, 2 сферы жизни умеет упорядочить король чаш. Это сфера финансов, материальная, и сфера чувств, любви, эмоций. И там, где он решает вопросы рационально или конкретно по части денег, или по
по части, может быть, важных бумаг, каких-то соглашений. Там эмоции не должны применяться, потому что создают определенную путаницу. И только мы добавим эмоции, потом попробую из этой белиберды выбраться. Он это прекрасно понимает. Но и с другой стороны, он умеет дарить эмпатию, он умеет дарить и принимать любовь. И вот не добавить какого-то такого скрупулезного материализма или холодного прагматизма в вопросы эмпатии, чувств или чувственности, мои дорогие. Может быть и так. То есть не мешать боб с горохом, карта нам приглашает. И, может быть, вам придется в целом, мои дорогие весы, где-то и переключаться в течение сентября между работой и личной жизнью. Ну и вопросами денег тоже. Что еще у вас? Ну да, двойка жезлов, какое-то взаимодействие у вас продолжится. В принципе, как бы карта говорит, нет неожиданностей. Но тебе придется и продолжать, и сохранять одновременно что-то, что, наверное, с чем вы определитесь июль-август. Будет продолжено. Но вы можете заскучать в уголке. Есть такое. По двойке жезлов, ну это я так вижу эту карту. Как будто, ну, так отчасти пригорюнилась девушка, глядя в окно. Но как-то один и тот же пейзаж, два жезла. Ну, хочется уже драйва. Или хочется новых пейзажей. Так что спешит вашу жизнь, давайте узнаем. Но нет, тут по карте Луна говорят, остановись, подожди. Ты тут все стабилизируй, или те темы, которые у тебя сейчас будут выходить на повестку дня, каждого дня сентября, они требуют твоего внимания. Но точно скорость тут не помогает. По Луне либо уделить внимание вашему дому, месту пребывания, когда мы делаем жилье более комфортным. У кого-то это рабочее место может быть на дому, когда вы дома, в принципе, проводите много времени и как раз и работаете, и там же ваша личная жизнь проходит. И вы будете обустраивать вот это место и одновременно, может быть, делить на зоны, рабочая зона, и там, где мой уголок, где я могу так себе релакс какой-то позволить. Я такого не исключаю. Аркан Луна в данном случае со знаком плюс проигрывается как и на личную жизнь, на вопросы дома. Но старший аркан – 1000 неопределенностей. Неопределенности вокруг вас. События извне. Они могут напоминать где-то хаос, правда? Или какую-то темноту, или нет последовательности развития событий. Внешняя обстановка. Мы можем не понимать, к чему это все идет. И поэтому карта говорит, береги себя, искусство мелких шагов. И как совет мы можем эту карту воспринимать, остерегайтесь толпы. Любой толпы. Если вы находитесь, допустим, в коллективе. В коллективе у нас, к сожалению, тоже бывают какие-то конфронтации или коалиции, да, кто-то за руководителя, кто-то против, или одна часть коллектива какого-то одного мнения, другая, другого. Ну вот есть вот такое, правда? Вот вам и не туда, и не сюда, вам и не направо, и не налево. Вам нужно в каком-то нейтралитете. И то же самое касается, если вы оказываетесь в толпе, мои дорогие, случайно. И есть такое выражение «меня несет толпа». Остерегайтесь толпы, когда выпадает аркан Луна. Мы собой не управляем. Вообще это состояние, которое может стать очень опасным, потому что много таких моментов, и это где-то даже карта нам говорит, если ты оказываешься в толпе, тебе в другую сторону. Причем тебе важно будет даже не медлить, не рассчитывать на то, что ты потом откуда-то выберешься, а тебе вот как раз вот в другую сторону, как будто вам нужно быть свободным человеком. Понимаете? Вот значит, для чего-то вам карта дает такой совет, чтобы вы могли управлять своей жизнью. Мы можем, кстати, по аркану Луна и поддаться на чьи-то уговоры. Вот нет. Сохраняйте свою независимость. Независимость – это без доказательств. Это ваш внутренний стержень в первую очередь. И это относится как и к событиям извне, да, когда вы где-то внешне оказываетесь, среди толпы, как я говорю. Но и буквально пусть это более какой-то ограниченный круг общения. Тогда тоже не принимайте ничью сторону. Будьте немножко кошкой, которая гуляет сама по себе, мои дорогие весы, и тогда вам это будет помогать. Здесь пока не время делать выводы, по крайней мере в сентябре.
Здесь что-то так зыбко непонятно, вибрирует, но конкретики никакой. Очертания есть, а что из этого потом выльется во что, точнее, мы еще пока не знаем. Давайте я следующую карту, вот примите во внимание. Это любая сфера жизни. Но мы сейчас с вами достанем любовь и личная жизнь. Что нам скажут на сентябрь? Рыцарь жезлов. Вот интересно. Тут ведь не совсем и про любовь. По рыцарю жезлов. А и правда, так держать. Потому что ваши люди вас догонят. Здесь по жезлам это скорее сфера достижений, какие-то новые возможности. Может быть, связанные с поездками, с переездами. Может быть, ваш труд, занятость, творчество будет требовать того, чтобы вы оказались в другом месте. Или какие-то иные вопросы по части жилища, к примеру. Но по этой карте мы не должны терять времени даром. И если что-то у нас начинает вокруг нас, как пространство уплотняется, мы должны быть где-то настороже. И если мы видим необходимость срочно куда-то отправиться, это сделать нужно. Отложить какую-то рутину на потом, перенести как-то по времени, сместить по графику, но именно куда-то поехать. Или на что-то откликнуться. Не время выносить вердикты. Сохраняйте опять же нейтралитет. Вы завтра разберетесь, нужно или нет. Вы всегда можете сказать: я должен или должна подумать. Мне нужно пару дней. И вы приведете потом мысли в порядок. Но сразу сказать: я не могу, например. Или я планировал что-то другое. Вот нет. Когда выпадает эта карта, куй железо, пока горячо. Но себя сохраняя одновременно. Давайте, это у вас про личную жизнь. Может быть, вам тут и придется так быстро поворачиваться. Может быть, это вопросы личной жизни. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес, мои дорогие. Или денежные вопросы. И первая ведь карта нам об этом же говорила. Итак, ваш совет самому себе, самой себе из будущего. Не допускай путаницы. Двойка мечей, мы сами себя можем загнать в какой-то тупик. И вот как по карте, да, выбор нужно делать. А какой выбор делать, непонятно. Тем более тут у вас Луна. И вроде бы, да, кажется, вот тут вороны изображены. И кажется, что они опутывают нашу девушку. А на самом деле вороны в этой колоде – это знак мудрости. Они пытаются повязку стянуть с глаз девушки. И часто ведь в двойке мечей, даже в классических колодах, глаза завязаны. С одной стороны, да, это может нам помочь в том плане, когда именно мы сами должны принять какое-то решение, не основанное на советах постороннего или на чьих-то там видениях, предположениях. Нет, это наш рационализм, это холодная голова от начала до конца. Но и глаза мы закрывать-то тоже не можем. Поэтому держать глаза открытыми тоже стоит, как и холодная голова. Или холодный разум, какой-то холодный расчет. Так еще и видеть, что вокруг вас происходит, мои дорогие. А если мы с завязанными глазами, то нам вот эти вороны вместо мудрости кажутся каким-то ужасом, кошмаром, и что это что-то нас опутывает. А на самом деле все обстоит совершенно иначе. Вот такой может быть у вас сложный выбор. Может быть, и поэтому тут не совсем... Вот я удивилась, почему про любовь. Может быть, это и вопросы личной жизни. Ведь нам придется переключаться быстро, мы уже об этом с вами говорили. Но не торопитесь. Не торопитесь, правда, по части. Вот отправиться куда-то и не отказаться, это да. Но, может быть, я допускаю, вам придется постоянно применять, как вот и держать глаза открытыми, да, и какой-то холодный такой расчет вам придется делать. Может быть, и математически, это не исключаю. Рационализм. У вас это получится. Вот этот баланс держать у вас получится. Но я так вижу, что это совершенно необходимо. Потому что, какой вот тупика не должно быть. Или какой-то выбор вы должны сделать однозначный. И не промахнуться, мои дорогие весы. Поэтому помните, что... Да, тут, если мы реалисты, то тогда мы все видим так, как обстоит на самом деле. Тогда, если нужно, мы сгладим все острые углы и не оденем себе на глаза вот эти повязки. А если нужно договориться или как-то отказаться от чего-то, значит, мы это тоже сделаем красиво и элегантно. Особенно вы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы.
Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Это все мое творчество, вдохновение. Это все то, что мне очень важно. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.